Всем привет! Всем здрасте! Йоу! Во-первых, я возвращаюсь, друзья. Я возвращаюсь во влоги. Давно, я так думаю, вы скучали по поездкам в Америку. И вот, пожалуйста, Ислам Махачев и Джек Делла Мадалена подарили нам эту поездку. Я вылетаю завтра, 12 ноября, в Нью-Йорк, чтобы снять для вас контента, показать, как обычно, все изнутри, показать вам эту кухню, подготовку, тренировочный процесс. Друзья, в общем, от вас я хочу только одного, чтобы вы поставили лайк, подписались на канал. Именно вот эта поддержка, для меня она будет ощутима. Ну что, я еду получать визу. Я уже вот сел в самолет. В самолете тоже не спим, не кушаем, сосредоточены, думаем только о турнире. Рум-тур своего места, пожалуйста. Так, телевизор, ну где-то диагональ 12, наверное. Так, вот такая подушка, место для ног неплохое. С собой взял Mac для просмотра чего-то, вид с окна. Короче, все классно. В голове крутится вот главный бой. Я реально вижу, что это как будто в третьем раунде все закончится. Как будто он его задушит. Так. Есть такое. Со стороны я представляю. Друзья, пока в полете, это сейчас смотреть на экране самолета. Такое бывает. Скачал себе на Кинопоиске разные фильмы. Полет долгий. Очень удобно, кстати. Когда у тебя Wi-Fi, это всегда выручает. Итак, сегодня у нас на перекус креветки. Пожалуйста. Пожалуйста. Не, ну у нас в Хабаровске лучше 100%. Абдурахман, welcome to New York, да, как говорится? Отлично, друзья. 9 часов пролетели. Брат, ну ты не готов ко мне, я уже сразу. Я пытался. Ты не готов, вообще не готов ко мне. Все отлично. Это вообще всегда, когда это вперед, да, это базовый минимум, когда меня встречают. Отодвинуть на 3 метра кресло назад. Друзья, мы в Нью-Йорке. And 4 like your guesses. I don't like your mess. Друзья, быстро отвлеку. Нахожусь сейчас в центре Манхэттена. И, пожалуйста, в руках перчатки UFC, подписанных Хабибом Нурмагомедовым. Чтобы их выиграть, все очень просто. Подписываешься на группу в Телеграме «Просто кулаки». Что еще ты выиграешь? Да я тебе скажу. Это Яндекс-станция колонка с логотипом Hustle Show. Я бы, если честно, вот только ради этой колонки бы уже участвовал бы. Ну, очень интересно. Вот эти перчатки тоже, конечно, хотел бы забрать. Не забудьте нажать «Хочу приз», и вы автоматически будете участвовать в этом конкурсе. Друзья, я тоже буду участвовать, так что не удивляйтесь, если вдруг первое место это вот Адам Зула. Всем удачи. Ссылка в описании, участвуйте. Отправляемся в номер к Байсангуру Сусуркаеву. Сделаем небольшой рум-тур. Посмотрим, как настроение у Байсангура. До боя остается буквально 2 дня. Такие важные дни. И зайдем, проведаем Байсангура. Hello. Hello. Салам алейкум. Дождался меня, брат. Нормально, знаешь, флаг. Вот скажи честно, ты вот меня ждал с этим флагом специально, или он тебя вот так... Я его вчера еще повесил. Да? Ты заводишь, уходишь. Слушай, ну номер сразу так залетаю. Номер у тебя неплохой. Как настрой, брат? Как у тебя? Расскажи, как дела вообще? Как себя чувствуешь? Хорошо, я сейчас свой вес посмотрел. 3 с копейками. Вчера 3,5 было, 4,5 было, уже да. 3 с копейками, 1,5 килограмма за ночь ушел. Шамиль тоже сейчас как раз обрадовался, наверное.
Что? Диетолог. Шамиль, да. Мало остался. У Шамиля есть, так скажем, такой момент, что его бойцы худеют через тирамису, через хачапури. Это правда? Это все? Бургер, да. Да? Да. Ты пробовал что-то из Я на этого? восстановлении даже In-N-Out бургер кушал. Реально? Да, с Шамилем. Блин, ну это странно как будто, нет? Для спортсмена, для бойца, что... Но когда Тамерлан говорит, когда он дрался, он говорит, целые 2 месяца почти чисто гречку и грудку кушал. Прикинь. Да, говорит, если бы он как я кушал бы, до сих пор, говорит, дрался бы. Не, очень вкусно. Сейчас-то UFC дает, так, если бы Шамиль сказал, что возьми, если тебе нормально, возьми от них, то есть, типа, тоже хорошо. А так было бы намного вкуснее от Шамиля. Просто они дают там, удобнее так, там, идти покупать, готовить. Месяца уже нет. Слушай, ну вот твои родные и близкие, они сейчас, по сути, на расстоянии пережили твой взлет и вот, твои успехи. Вот тебе самому есть такое, что тебе не хватает вот именно вот этой поддержки, чтобы она рядом была, наяву, от родных, близких? Или те люди, которые здесь, если это честно, достаточно тебе как будто? Если честно, чтобы оставаться сфокусированным, голодным, то, что тут есть, это достаточно. Но хотелось бы там на неделю-две поехать, за месяц, можно сказать, до боя поехать, там, ощутить эту атмосферу, там, понять, что ты сделал, там, и с новой мотивацией дополнительно обратно приехать, и за месяц там, типа, без, ну, не лишних, а имеется в виду, ну, много людей дома, внимания много, я еще Young Eagle старался, я до тренировки через кафе доезжал, после тренировки через кафе домой приезжал, то есть в то время еще это полно было, сейчас я представляю, сколько было, а тут такого нет, тут люди, ты можешь сказать, иди гуляй, короче, я тренируюсь, а дома ты не можешь это сказать. Слушай, ну вот какой момент тогда ты думал до этого взлета, до того, как тебе там какие-то деньги начали поступать, что вот именно когда я поднимусь, вот это я приобрету, или это я вот себе там, не знаю, куплю? Машину хотела себе покупать, купить хотел, до сих пор не купил, ну, посмотрим после этого. Ну, машину ты купил своему отцу. Да, отцу купил. Вот это тоже, если говорить про приоритеты. Про меня. Ну да. Я думал, именно для меня. Ну, я про себя имел, но я просто напомнил тебе, что... Да, но отцу купил, сейчас Range Rover хотел бы себе купить. Прям очень нравится. Range Rover тебе новый, который? Да, большой. Блин, он очень дорого стоит. Да, но если в лизинг, то есть не сразу. Ну да. Получается, это ты настроен на бонус, чтобы первый взнос на лизинг. Да, сделать взнос там. Ну, надеюсь, посмотрим. Ну, если честно, даже не бонус, это, конечно, очень круто, но больше настроен на прям залететь. Ярко залететь. Или просто победа. Пару спонсоров хороших, чтобы месячный доход был. Стабильно. Это важно. А бонус придет там ему, все. Да, месячный доход это очень важно. Ну, стиль боя у тебя очень открытый. И я помню, как даже Хамзат, когда вы тренировались, кричал себе, руки там поднимай, там, руки держи. Да, ну, это все кричат. Я не могу руки держать. Слушай, ну в последнем бою уже держал руки, много держал. Ну, ты держал, наверное, когда тебе кричали уже там. Да. Но все равно, это тебе неудобно вот вести такой бой с защитой? Или... Ну, от защиты сложно бить. От защиты что можно? Двойку, удар, передвигаешься, бьешь, отошел. Ну, неинтересно. Если я так буду, кто будет кричать, руки держи? Ну, тоже. Что они будут кричать? Не держи руки. Нормально, учусь, брат. Я же учусь тоже. 24 всего лишь. Только что зашел. Кстати, вот всего лишь 24, я так понимаю, у тебя уже, ну, и семья есть? Что в твоем возрасте это уже как бы, тем более для бойца UFC. Ты уже состоялся, ты уже считаешь, что ты уже состоялся и идешь по... У меня, можно сказать, семья... Года 2 назад еще я завел семью. То есть я еще не то, что UFC, у меня даже боев не было. Это еще я когда на Delivery работал, доставки делал. Да. Но я знал, что все от Аллаха, я понимаю, что если Аллах тебе предписал, что надо жениться и все такое, и пропитание тоже от Аллаха. То есть я насчет этого не беспокоился. Конечно, было сложно, очень сложно даже было. Но нормально, алхамдулиллах. Сейчас уже оправдалось. Да, все у тебя хорошо идет, все идет. Что там искать, когда у тебя все получилось, кого-то и не знаю, там, ради меня или ради моих возможностей, там, это ерунда.
Да. Да. Байсангур, я пока нахожусь в твоем номере, хочу пользоваться моментом и спросить у тебя, чтобы ты показал, вот какие-то есть пару вещей, которые обязательно с тобой, когда ты выходишь в дорогу, есть у тебя что-то, что ты обязательно с собой берешь? Ну, начнем с телефона. Ну, это можно даже не учитывать его. Я просто вижу джойстик, вот тут лежит. Ну, это да. Вот это и вот там PlayStation, если да. честно, это не я беру, вот Тамерлан, это он нас. PlayStation с нами всегда, где бы мы. Ну, где бы Тамерлан, куда бы не ехал. Там PlayStation. С собой берет PlayStation, джойстики у нас запасные даже. Короче, что у нас еще? Ну, надо подумать, если честно, я даже не знаю. Чемодан. Чемодан. Для вещей. Ну, короче, нет у тебя каких-то особенных, да, атрибутов, чтобы... Я так и придерживаюсь этого. Сумка UFC тебе там классные штуки были? Да, нормальные. Это разные дали. Моим секундантам больше дали, чем мне. Ничего себе. Да, у меня даже этой футболки нету обычно. Твои секунданты просто первые забрали тебе? Да, тоже так думаю, если честно. Байсангур, ну, в заключительном вопросе хочется сказать, ну, что бы ты пожелал всем фанатам, которые за тобой болеют, за тобой смотрят. Я думаю, очень много у тебя этих фанатов. И, знаешь, вот сделаю небольшую ремарку. В первом бою твоем UFC дебютном, когда был face-to-face, ты неожиданно для многих фанатов, потом, как я видел в комментариях, проявил какую-то агрессию к сопернику. И здесь, блин, Байсангур, я думал, ты типа такой какой-то более добрый, что ли, знаешь. Но всем не угодишь все равно. И вот этот момент, почему он сыграл? Это была твоя какая-то злость? Ты его ненавидел? Или... Конечно, злость. Я человек не лицемерный, чтобы просто на людей что-то делать. Я могу, наверное, сказать что-то для медиа, там, сказать, что я его вырублю, еще что-то такое. Но чтобы лишнее говорить, там, или просто лицемерить, там, из-за медиа, еще что-то я не буду, или тем более делать. Мне перевели, мне менеджер перевел, что он мне сказал. То есть, многие переводили как маленький братишка Хамзата, но там была мысль, что, типа, мы... цвета неба, короче, такого. Я понял, да. Это сленг, типа, американский. Да. Меня перевели, а потом это понял, и я его за это спросил. Потом после face-to-face, Ну, все оправдано, тогда оправдано да, все. Я ему тоже также подошел, он сидел, он даже не встал, я его также за шею взял, у него чуть волосы были, я за его волосы его так подхватил и говорю, типа, не говори со мной так, вообще, не надо так. Друзья, ну что, отправляемся по Манхэттену. Я не знаю, как мы сможем доехать, но... Это как тук-тук, ездишь в Таиланде? Да. Ну что, музыку для самого... На Манхэттене, в Нью-Йорке, в центре. Когда? По встречке, представляете? Другую поставь, да, про 2. Алекс взлетел высоко, как крестный папа из Италии. Не на красный же, брат! Подожди! Полиция! Что происходит? Остановите его! Остановите его! Книга сейчас какую русло повернула? Сицилиец. Подожди, а что такое? Вот это, который ты читаешь? Сицилиец. Это на реальных событиях поколения. А про что там? Там 2 кентавра. Ты мне рассказывал вот это. Не, садись. Алмази, ты мне рассказывал про сицилийца. Ты рассказывал мне про вот эту книгу. Когда его кинули, Которую ты в сторис закинул? Алмази, да. Брат, нельзя эти вещи читать, ты что себе мозги промываешь? проблем нет, почему? Потому что... Пророк Шалсам делал дуа от лишней информации, Аллах, что уберет нас от лишней информации. А чем вам сицилийская мафия жесть, брат? Чем Зачем тебе с 80-х годов футбол? Вот это личная информация. Подожди, сейчас я тебе расскажу. Узнать, кто будет. Для успешных людей это
Это нормально, я думаю? Нет? Как нет? А что нет? Сицилийцы тоже нормально. Как нет? Мы же как-то росли, смотрели же на кого-то. То же самое мы книги читали. Я же говорю, вы что, сицилийцами хотите стать, что ли? 2004 год, тебе 15 лет. Ты хочешь стать бойцом, ты смотришь Маурисио Шогунова, Федора Эмельяненко, Крокко, Брокко, вот эти все. Брат, а потом через 20 лет, ты становишься Зачем вы футболистов, ты назвал 5 бойцов, а ты сказал, ты назвал 5 бойцов. Я согласен. Ну, в одной команде 20 человек, и ты знаешь 100 команд по 20 человек. Это информация для чего? Ты сказал, что? Да. Теперь можно? Да. Опять-таки возвращаемся в 98 год. Давар Шукер, Роналду, Джаркаев, Лилиан. Можно я сейчас скажу теперь? Это уже про другую реальность, как я рассказываю. Это то же самое, что я в интервью Мадонна или Марадона. Я не согласен. Вы мне не дали досказать. Вы перебиваете, вы не умеете, вы молодые еще. Можно я скажу? 98 год, тебе 10 лет, ты смотришь Роналду, Шукер, Лилиан Тюрам, Джаркаев, Бирхов, Зидан, вот это вся вот эта басота, которую вы не знаете. Тебе 10 лет, ты живешь в селе, там, где у тебя штанги от кирпичей и мяч на все село 2 мяча. Ты хочешь стать футболистом, ты мечтаешь, но у тебя нет условий. И акцидентально у тебя тренер. ММА, бои, ты становишься бойцом случайно, но ты мечтал стать футболистом. Эту энергетику ты отправил сюда. Знал ты успешных людей, Зидана или Крокопа или Федора. Это все перешло куда? Она тебя все заряжала. Теперь возвращаемся к вашим вот этим беспонтовым книгам. Ты живешь в Дагестане, зачем тебе сицилийские книги? Хорошо, можно вопрос? Если ты хочешь стать мафиозником, да, но вы же не стремитесь к уже Брат, он мафиози не был, брат, ты правильно сказал, он мафиози не был. Он был партизан, который, брат, защищал народ, грабил, отдавал. Удаляй, грабил бедных, грабил богатых, отдавал бедным. Ну, подожди, Может, он свое чтение хорошо, улучшает. человек, смотри, человек как должен называться? для этого надо вернуться в школу и учиться нормально. Он мне не давал Человек, это уже другой разговор. Вопрос, знаешь, вопрос. Подожди, любая информация, которую ты получаешь в голову, она тебя должна отталкивать для каких-то действий, даже за каких-то действий. Этот мир, он слишком стал маленьким и быстрым. Тебе нужно принимать ту информацию, которая тебе нужна, которая будет тебя толкать или двигать к определенной цели. Оставьте эти книги. Читайте то, что вы. Подожди, Лучше, чем Рилси. Ну, согласись, лучше, чем Инстаграм. Согласись, Старший. Послушай сюда, вы научитесь слушать и принимать. Говорят же, один язык слушай, больше слушать, меньше говорить. Я же тебе говорю, вы берите то, что вам нужно. Топливо, то, что вам нужно. Хорошо, у тебя машина, бензин. Ты же не будешь... Дизель заливал. Не заливай дизель. Ты, читая книги, развиваешься русский язык, словарный запас. Свое мировоззрение. Тем самым ты улучшаешь понятие вообще всего остального. Я не собираюсь жить по... Адам, углубляться не буду. Я не собираюсь твоя жить по философия сицилийскому хорошая, брат. вкусу. Я не спешу защищаюсь. Эти люди всю жизнь в горах жили, пасли овец, коров, сейчас сюда в Нью-Йорк приехали, Сицилию осуждают. С Махачкалы, другой конец мира ехать, футбол посмотреть, это нормально. Работает. Кабиб, ну слушай, тут Это, брат, сильные смотри. батлы. Брат, Сильные ты батлы. знаешь, в чем проблема? Как говорят же, горе от ума. Да. Ты же знаешь это произведение искусства? Конечно. Горе от ума, смотри. Конечно. Самое главное, чтобы не было горе от ума. Если человек хочет получать информацию, она должна быть для человека. Это мое личное мнение. Твое окружение, ты получаешь информацию каждый день от своих друзей, семьи, детей, родственников. Это очень важно, кто тебя окружает, какую информацию тебе дают, и ты получаешь, и с кем ты делишься. Это тоже очень важно, потому что важно делиться тем, что у тебя есть. Да. Из-за этого, то, что ты получаешь, она имеет огромное влияние не только на тебя, но и на твоих окружающих. Из-за этого, бери то, что тебе нужно. То, что тебе не нужно,
Оставь ее. Да, я понимаю, когда у тебя куча свободного времени, и ты можешь получать информацию, разную информацию. Да. Но когда ты утром и вечером тренируешься, днем надо отдыхать, спать. Еще ночью надо отдыхать, чтобы утром проснуться. У тебя есть семья, друзья, дети, соседи, бизнес, столько всего. И в этот момент ты хочешь себе закинуть сицилийскую какую-то книгу, Слушай, на которую у тебя уходят часы для Но чтения. философия сицилийская, Я не против. она же похожа на вашу команду. Не, может быть. Я сейчас не именно их говорю. Да. Я хочу акцентировать внимание на то, что ненужная информация, ненужные вещи надо оставлять. А для Я, эрудиции? например, я вообще ни на какие каналы не подписан. Да. Я практически не получаю негативную информацию. Я, кстати, подписан на твой канал в Telegram. Последние пару лет я научился к тому, что все, что мы получаем днем, ночью, днем, эта информация, она остается у нас в голове, и она как-то играет с нами. Из-за этого лучше не смотреть и не получать ненужную информацию. И вот даже то время, которое у тебя появилось, ты уделяешь ненужной информации. Вот о чем я хочу на них навести. А то, что они читают, это хорошо, надо развиваться. Но это эрудиция. Проблем нет. Это эрудиция. Да, никаких. Ты Я не развиваешь, против. да. Но нам нужно ставить приоритет. Вот о чем я говорю. Может быть, они чуть помладше из-за этого. Может быть. Через пару лет остепенятся, нормально вернутся. Надеюсь, вот скажут, Хаба, ты был прав. Понял, да? Аккуратно, жест, рассказывай, как вы должны расставлять приоритет. Не жить нет. Как вы должны расставлять приоритет. Вот о чем я говорю. Что, знаешь, какую книгу читаю? Атомные привычки. Срежь, да это по-братски. Отвечай, бомбовая книга, бро. Да, я Ты читал? Да, я поговорю. Можно я не буду резать? Просто. Я тебя прошу. Ее читаю, и другую читаю. Я не читаю книги. Блага. Другую читаю. Ибн Аль-Каим, благодатный дождь. Он думает, брат, что мы только в одном направлении развиваемся, а мы во все развиваемся, понял? Он еще не знает. Мы сиру учим, хадисы учим. Эпоха вообще соцсетей. Все сутками сидят в этих и никакой пользы нету. А книга хорошая, не просто как хорошая книга, это твой лучший собеседник. Вот сейчас я читал, вот, например, ты в соцсетях сидишь, допустим, даже такой маленький пример. Сидишь ты в этом телефоне зачастую по 2-3 часа в день. Мало какой пользы ты берешь. Потом берешь ты, например, книгу, все, ты уходишь в нее, тебя даже сразу ко сну тянет. В телефоне сидишь, до 2 часов потом не спишь. Моя мысль не чтобы не читать. Моя мысль читать то, что тебе приносит пользу. То не только тебе. То, что ты читаешь, она идет на тебя в первую очередь, потом на твоих близких. Она дает. Если ты больной человек, от тебя что возьмут? Если у тебя есть то, что делиться, это же хорошо. Чем больше ты берешь, тем больше ты отдаешь. Да. Если ты берешь ерунду, ты только ерунду отдашь. Вот о чем я тебе говорю. Объясни это, вот. А теперь моему Абу Бакру. А мы же это читаем. Полностью согласен Я с же тебя Айбом. Я не спросил. говорю, надо ставить приоритет. Расскажи, Ну, Рахиме, иди вон туда садись и читай рассказывай. художественную литературу, читай исламскую литературу, развивайся во всех направлениях. Ты же когда тренируешься, не только грэпплинг тренируешь. Ну да. Ты Да, тренируешься во да. всех. Раз, все виды. И книга дает тебе вообще понимание всего. Например, ты лучше понимаешь исламскую литературу, когда твой русский язык полноценный. Не, она эрудиция, в любом случае, любая книга. Если даже им не нравится, у тебя она может не нравиться, мне тоже может что-то не нравиться, Махти может что-то сказать, Маулидун может. 624 год. Телефон. Это дрова, брат, это дрова. Спускайся. Ой, так сказал и рассказал. Али, как ты считаешь, вот победит ислам, заберет пояс, второй пояс, это громкое событие для команды. А что вот дальше? I think the right mindset in this game, you know, you have to focus on your next meal. Jack Mandalina is Saturday night. This is our main focus. Everything, you know, else doesn't matter. But we have a lot of contender in welterweight division, you know, and he's a champion already at lightweight. He accomplished everything he does, and you have a lot of contenders, you know, who Shafkat, Sham Brady, Kamaru Usman, Ingeri, so many contenders, you know, and after that, he keep building his legacy.
Считаешь ли ты, что это самый сложный соперник для ислама? Потому что каждый новый соперник, всегда говорят, вот этот соперник уже точно самый сложный. Вот Мадалена самый сложный? I think the right mind for a man, you know, you always have to think the next opponent is your toughest opponent. If you think somebody is not tough and you don't respect him, you're gonna pay inside this cage. But I believe Jack Maddalena is a very good champion. He's very tough. He's very talented. He's young. He's hungry, and I believe he's a very tough opponent. But I think Islam is better than him, and I believe Islam gonna beat him. I'm very confident in Islam, wrestling, grappling, striking, and he have great camp. You know, he have great coaches. Have Javier Mendes, so many great Terry partner been helping him, and he's gonna be ready. Saturday night is gonna be a big day for everyone, and inshallah, Islam is gonna win. Али, вот еще вопрос. Мог бы ты назвать 3 боя, которые ты хотел бы увидеть в Белом доме? I would like to see Islam Makhachev fight Ilia Taburia. I would like to see Justin Gaethje fight Patty Pimblett for lightweight title, and I would like to see Khamzat Shamaev fight with Alex Pereira, light heavyweight. This is what I want to see. Вот и еще интересный момент. На турнире в Абу-Даби увидел себя с Павлом Дуровым. И после этого вроде как у тебя появился телеграм-канал. Расскажи про эту связь. Как он оказался в UFC? Ты его пригласил туда? Да, у нас мы встретились, пообедали, пообщались. Как тебе Паша? А? Как тебе Паша? У нас, кстати, много общего. Да? Ну, не все, конечно. Он не то чтобы, как это говорится, творческий человек. Да, Да, он творческий человек. творческий. Слушай, вот что ты скрываешь за словом творческий, мне интересно. А? За словом творческий, что ты скрываешь? Ну, уникум своего рода. Да. Знаешь, как он такой уникальный человек, очень умный. Таких людей ты не каждый день встретишь. Вот о чем я хочу сказать. Что-то, можно какие-то совместные проекты ожидать ваши? С Телеграмом у нас будет очень много общего, много работы будем там вести. Просто у нас мы только недавно подписали контракт, пока еще не анонсировали, я просто по контракту не знаю. Не, ну ты просто анонс дал. Ты не рассказал детали, вроде нормально. Да, у нас много общего. Так ты же еще в футболке фоткался, историю. Да. У нас недавно были съемки. Вчера, позавчера. Но это очень круто. Пашу я как раз пользуюсь случаем, на встречу я его пригласил, я говорю, мы вот как раз до боя Умара там за пару дней встречались. Он говорит, я никогда не был, и я хотел бы на основном, у него сын также тоже интересуется, болеет, знаешь, как сам тренируется неделю пару раз, я его как раз сына пригласил, Умара будет пришли. Ну, чуть-чуть по-другому, честно, знаешь, что-то по-другому представлял. У меня в голове он чуть-чуть, знаешь, как чуть закрытый айтишник, да, вот это да, все на совокупности. Да. Слушай, ну мне нравится. Хорошо пообщались, на самом деле, чуть по-другому человек для меня раскрылся. Бывает некоторые иногда, вот ты встречаешь с людьми там, не хочу вдаваться в подробности, вот иногда до встречи у тебя другое мнение о человеке. Да. Вот ты встретился, у тебя вот что ты мнение меняешь. Как у нас с Зубой было. Мы с Исламом всегда ему признаемся, Зуба, ты нам не нравился. Он как я вам не нравился? Вы что-то познакомились? Ну, почти золотой человек. Слушай, ну вот сразу в голову, знаешь, мне идея пришла. Вот Цукерберг сильно любит дружить с Мирабом. Теперь в вашей команде Дуров. И вообще это круто было бы вот так вот. Знаешь, Дуров Умар и Мираб Цукерберг. Реванш. Прикинь, если этот бой еще в Белом доме пройдет. White House. О, это вообще супер. Нет, до сих пор еще не было в голове. Прикинь.